Здравствуйте, друзья! Закончилось выступление коротких программ женщин на третьем этапе Гран-при России в Казани, где выступала лидер нашей сборной Камила Валиева. Но давайте разберем все по порядку. Ксения Синицына выступала со своей чарующей колыбельной Чайковского. Легкий двойной аксель с длинным выездом, тройной флип, четкий каскад, тройной лут, тройной тулуп. Едва ли не в самом конце программы, после дорожки шагов. Ксюша с возвращением! Несколько месяцев назад Ксюша пробовалась в парном катании, но решила, что одиночное ей ближе. И не зря. За свой прокат Синицына получила 70 и 54 балла. Открывала выступление второй группы участниц Камила Валиева. Она катается под саундтрек к фильму «Интерстеллар» и в самом начале программы показывает на азбуке Морзе слово «Вера», то, чего девушке не хватило на Олимпиаде в Пекине. По ее собственным словам. Напомним, тогда ее обвинили в приеме допинга. Двойной аксель пролетный и чистый, тройной флип чисто. Фирменные вращения Камилы в вертикальном шпагате вызвали громогласные аплодисменты и получили от судей максимальный, 4-й уровень сложности, да еще и почти 2 балла бонусами сверху. Каскад тройной лут, тройной тулуп во второй плане программы сделан. Вау! Судьи поставили за дорожку шагов максимальный, 4-й уровень. Такого сегодня еще не было. Почти все фигуристки, если не все, получили лишь 2-й, а кто-то даже 1-й уровень. Лед завалили игрушками в подарок Камиле, Валиева счастливо хохочет после проката, а зрители сходят с ума и скандируют слова в ее поддержку. Каждое вращение в музыкальный акцент, все продумано, хвалит прокат олимпийский чемпион Максим Траньком в прямом эфире Первого канала. Камеры наводят на трибуны и находят среди поклонников Камилы главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Валиева получила за короткую программу 83,30 балла, просто космическая оценка, без ультраси, под стать саундтреку из «Интерстеллара». Вероника Еметова из Свердловской области катается под пафосную и невероятную по своей энергетике композицию Royal Blood. Еметова исполнила шикарный двойной аксель прямо под мощный взрыв музыки. Каскад тройной лут, тройной тулуп был сделан так же чисто и так же идеально под музыку. Зрители в полном восторге. Финальный тройной флип чисто. Какая же шикарная программа у Еметовой, все продумано до мелочей, фигуристка исполнила каждое движение на бешеной скорости и с невероятной харизмой. Весь прокат сидел и думал о том, какая же она крутая, признался олимпийский чемпион Траньков в эфире Первого канала. Вращение 4-го уровня, дорожка шагов 3-го. Честно говоря, это было более впечатляюще, чем прокат Валиевой. Зрителей просто снесло энергетикой и яростным напором этой фигуристки. Еметова получила за короткую программу 75 и 90 баллов. Российское антидопинговое агентство «Русада» завершило расследование в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Однако исход дела остается в секрете. Неясно, признана спортсменка виновной или оправдана, было ли назначено наказание и если да, то какое. Организация ссылается на правила, по которому данные о спортсмене младше 16 лет в защищенном лице могут не придаваться огласке. При этом объявление результатов ждет весь мир, ведь под вопросом остается распределение медалей командного турнира Олимпийских игр 2022. Так, в сборной США все еще надеются, что победу отдадут именно им. Со дня, когда стало известно, что в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный триметазидин, прошло больше 8 месяцев. Все это время в подвешенном состоянии остается судьба медалей сразу нескольких турниров. Не только олимпийского командника, где спортсменка помогла России завоевать золото, но и чемпионата Европы 2022, где Валиева стала первой, обойдя Анну Щербакову и Александру Трусову. И, собственно, национального первенства, где злосчастная проба и была сдана. Ведь вскройся нарушение в срок, результаты Камилы на чемпионате России были бы аннулированы, а на чемпионате Европы она могла не поехать вовсе. Единственное, что достоверно известно о деле, версия, озвученная стороной спортсменки на выездной панели спортивного арбитражного суда ЦАС, прямо во время игр. Там было заявлено, что препарат попал к Валиевой случайно от дедушки. Случайность, кстати, подтверждают прочие чистые анализы и минимальный след триметазидина в положительной пробе. Однако с тех пор никаких других подробностей вниманию общественности предъявлено не было, что кажется нелогичным, учитывая публичность Валиевой, а также уровень, на котором она выступает.
В целях защиты интересов спортсменки-фигуристки, члена команды Олимпийского комитета России ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерена озвучивать дату слушаний, решения или другие детали по делу фигуристки, члена команды ОКР. Так говорится в официальном сообщении РУСАДА. Оно появилось в период финальной подготовки к первому старту сезона, этапу Гран-при России в Москве. Незадолго до этого прошел слух, что Валиева, вероятно, не сможет участвовать, ведь разбирательства еще продолжаются. Однако на деле беспокоиться было не о чем. Камила не была отстранена от выступлений, несмотря на положительную пробу, что тогда на Олимпиаде, что сейчас на внутренних стартах. В итоге на Гран-при в Сочи Валиева вышла на лед и с большим преимуществом победила. Если же РУСАДА уже вынесла вердикт, а известно лишь о факте окончания расследования, и участие Валиевой в турнире объясняется отсутствием не временного отстранения, а именно дисквалификации, то вариантов тут несколько, и каждый из них кажется более чем реальным. Первое – это Валиева признана виновной в приеме допинга, но получила только выговор для защищенных лиц. Спортсмен любого уровня до 16 лет, а Камиле на момент сдачи пробы было 15. Такая мера при соблюдении ряда условий предусмотрена. Второй, Валиева признана виновной, ей была назначена дисквалификация, но срок наказания уже истек. Отчет мог идти с момента совершения антидопингового нарушения, а не вынесения решения. В ходе заседания ЦАС в Пекине было установлено, что обработка результатов затянулась не по вине спортсменки. И третий, Валиеву полностью оправдали. В этом случае интересно, на кого ляжет вся ответственность за допинговый инцидент. В отношении персонала спортсменки РУСАДА также должно было проводить расследование. Сама Валиева на вопросы о деле в ходе турнира в Москве отвечать, как и всегда, отказалась. Но заметила в произвольной программе: «Я все-таки пересказываю свою историю, она никуда не делась. Может быть, внешне все нормально, но внутренне останется в любом случае». И за этим внешне все нормально журналисты увидели намек на некий позитивный исход расследования. Все эти месяцы иностранные спортсмены и официальные лица настаивали на более быстром рассмотрении дела. Вероятно, это самое сложное – ничего не знать о ситуации. Мы получаем новую информацию о ходе дела и всегда слышим: мы без понятия, что происходит. Это очень раздражает, заметил американский одиночник, олимпийский чемпион 2002 в личном турнире Нейтан Чен. Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду в дуэте с Мэйсон Чок, заявил, что его разочарование с каждым днем растет в геометрической прогрессии. Это очень неприятно, и мне кажется, в таких делах по умолчанию должна быть прозрачность. И не только для общественности, но особенно для вовлеченных спортсменов. Мы просто ожидаем, как и все остальные, услышать хоть что-то. Опять же, 19 спортсменов или даже больше, ожидающие сейчас своих медалей, все соревновались чисто, сказал он. А глава антидопингового агентства США ЮСАДА Трэвис Тайгерт после обнародования решения РУСАДА заявил, что сохранение фактов в секрете делает посмешищем весь процесс, и призвал международные организации настаивать на полной открытости. Без этого ни спортсмены, ни общественность не смогут поверить, что то, что произошло на играх 2022, было реальным, а не просто очередной мошеннической победой россиян, как это было много раз до этого, что ясно показали доказательства, добавил американец. Хотя слова о мошеннической победе, учитывая чистые пробы Валиевой в Пекине и характер обнаруженного в пробе вещества, банальный популизм, логика Тайгерта более чем понятна, ведь на кону первая в истории сборной США победа в командном турнире. Прежде турнир проводился только дважды, выигрывали Россия и Канада.